В этом видео у нас будет сразу два рецепта. Начну с первого. Картофель я мою, очищаю и нарезаю соломкой. Соломка дает определенный вкус и текстуру. Список продуктов для этого рецепта, как всегда, оставлю в описании под видео, чтобы вы могли повторить все шаг за шагом. Сковороду разогреваю с растительным маслом и выкладываю картофель. Обжариваю его на среднем огне до золотистой корочки. Пока картофель готовится, в отдельную миску вбиваю 4 средних яйца. Добавляю соль и перец. Взбиваю венчиком до однородности. Сильно не нужно, просто чтобы желтки и белки соединились. Кстати, расскажите в комментариях, когда вы солите картошку? Сразу в начале жарки или уже в конце? Благодарю вас за лайк после просмотра видео. Это очень приятно для меня и важно для развития канала. Картофель стал золотистым. Добавляю соль. Сладкий перец мою, очищаю от лишнего и нарезаю кубиком. Пересыпаю в миску к яйцам. Огонь под картофелем убавляю до минимального и вливаю сверху смесь яиц и перца. Тут же посыпаю свежей зеленью. У меня сегодня петрушка и зеленый лук. Но подойдет и любая – укроп, кинза, базилик. И еще один компонент – сыр. Натираю твердый сыр на крупной терке и посыпаю сверху. Под крышкой он расплавится и блюдо получится еще аппетитнее. Накрываю крышкой и оставляю готовиться на медленном огне примерно 15 минут. В итоге у нас получается невероятно вкусный, питательный и быстрый завтрак. Все из простых продуктов, а результат радует. Картошка внизу золотистая, сверху нежный омлет с овощами и сыром. Следующий рецепт тоже готовится быстро и пользуется популярностью у всех, кто его хоть раз пробовал. Он подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин. Многие из вас писали, что любят простые идеи из картофеля и кабачков, поэтому предлагаю вот такой вариант. И спасибо огромное за ваши лайки, что делитесь рецептами с друзьями и, конечно же, за ваши теплые слова в комментариях. Мне очень приятно. Для начала беру кабачок среднего размера и натираю его на крупной терке. Откладываю в сторону. Картофель тоже очищаю и тру на крупной терке. В описании под видео оставлю список продуктов для удобства. Кабачок соединяю с картофелем, добавляю соли и перемешиваю. Пусть овощи немного постоят и пустят сок. Пока занимаюсь фаршем. Кладу в него соль, сушеный чеснок и специи без соли. Хорошо перемешиваю. Тут главное не переборщить с солью. Мне нравится, что для этого рецепта нужны самые обычные продукты, но результат всегда получается достойный. Когда овощи пустили сок, я их слегка отжимаю и перекладываю в миску. Добавляю туда репчатый лук, который измельчила блендером. Если блендера нет, можно натереть лук на терке. Тоже отлично подходит. Теперь добавляю свежемолотый черный перец и 2 яйца. У меня сегодня маленький сюрприз. В одном оказалось сразу 2 желтка. Перемешиваю до однородности. Дальше кладу муку. Примерно 5 столовых ложек и снова хорошо перемешиваю. Тесто готово. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываю овощную смесь. Размер заготовок выбирайте сами. Маленькие будут напоминать закуску, а я решила сделать крупные драники, чтобы быстрее справиться и не стоять у плиты долго. Сначала выкладываю слой овощей, сверху немного фарша, распределяю его и накрываю еще одним слоем картофельно-кабачковой массы. Жарю на среднем огне с 2 сторон до румяной корочки. Можно накрыть крышкой и довести на сковороде. Но я предпочитаю отправить их в духовку. Перекладываю в форму и запекаю при 180 градусах около 15 минут. Точное время зависит от вашей духовки. Я смотрю наверх. Если появилась легкая пенка, значит блюдо готово. Подавать такие драники можно по-разному. Кто-то любит с кетчупом, кто-то с острым соусом. Я чаще всего беру сметану. Она делает вкус мягче и подчеркивает сочность. Кабачок здесь дает именно ту нежность, которая отличает блюдо от обычных картофельных оладий. В итоге минимальный набор продуктов, а результат радует каждый раз. На подготовку уходит буквально несколько минут. Натер овощи, смешал и можно готовить. Это отличная альтернатива привычной жареной картошке и кабачкам. Если вам нравится блюдо из кабачков, запеканки, оладьи, драники, то этот рецепт точно стоит попробовать. К тому же это хороший способ разнообразить меню и порадовать семью новым вкусом. Обязательно сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. И как всегда, приятного аппетита и до новых встреч!